Друзья, это 4-е видео нашей серии. В 3 предыдущих видео мы разобрали, почему реклама сливает деньги, даже когда все настроено, казалось бы, абсолютно правильно. Как работает принцип 5-й версии и для кого эта программа. Сегодня я покажу, что именно вы получаете внутри. Всю структуру, все 9 модулей, 3 пакета и отвечу на вопросы, которые уже пришли в личку. Но сначала я хочу сказать что-то важное. Смотрите, большинство курсов по Google Ads устроены одинаково. Вот интерфейс кабинета, вот смотрите, вот кнопка, вот эту кнопку нужно нажать, вот чтобы создать кампанию нажимайте сюда, вот эти кнопки называются вот так добавляются ключевые слова. И это работало 3 и более лет назад, когда Google вел себя предсказуемо. Достаточно было просто знать, грубо говоря, название кнопок и в каком порядке на эти кнопки нажимать. Но сейчас это примерно то же самое, как учить человека ехать на велосипеде и давать ему пошаговую инструкцию, как крутить педали. В то время как велосипед уже сам может решать, куда ехать. Поэтому магия Google 5.0 построена на управлении алгоритмом, который сам принимает решение, а не на знании, где какая кнопка и как эта кнопка называется. Теперь про структуру. 9 модулей построены в последовательности, где каждый следующий модуль использует то, что накопил предыдущий. Данные из поиска питают ремаркетинг. Ремаркетинг питает лидогенерацию через YouTube. YouTube питает Performance Max, и именно поэтому порядок имеет значение. Запустить 8-й модуль без 1-го означает дать Performance Max грязные данные и получить на входе мусорный трафик, мусорные заявки. Итак, 3 первых модуля — это фундамент, это basic для тех, кому нужны заявки прямо сейчас. Первый модуль — это управление входящими сигналами. Смотрите, что происходит у большинства. Запустили рекламу, алгоритм начал обучаться. На чем он обучается? На тех данных, которые вы ему дали. А это все, что приходило в рекламу. То есть и реальные покупатели, и боты, и людям, которые просто спросить, или они вообще кликнули случайно. И те, кто искал совсем другое. Алгоритм не различает хорошие конверсии от плохих. Он оптимизирует под все, что вы ему показали. В итоге со временем он все лучше находит тех, кто легко конвертируется. По сути, это те, кто жмет на все подряд и регистрируется где угодно, а не те, кто реально покупает. И первый модуль — это настройка системы сбора данных таким образом, чтобы алгоритм с самого начала видел только реальных покупателей. Плюс ROI-декомпозиция и интеграция AI-куратора. Алгоритм, который получает чистые сигналы с первого дня, экономит от 2 до 4 недель бесполезного обучения за ваш счет. Второй модуль — это метод точного запуска. Есть такая история. Консалтинговая компания настроила рекламу по всем правилам. Ключевые слова: налоговый аудит, все, что нужно, точное соответствие, все чисто. Через месяц смотрят отчет и видят, что реклама показывается по запросу курса бухгалтеров. Google посчитал это синонимом. Попытка исправить вручную привела к пессимизации. Показы рухнули до нуля. И это не исключение, это теперь норма. Второй модуль — это протокол запуска, который закрывает эту и другие уязвимости поисковой рекламы еще до старта. Нейросети анализируют намерения ваших клиентов до того, как потрачен первый $1 вашего бюджета. И алгоритм получает сигналы только от тех, кто реально ищет ваш продукт. Третий модуль — это оптимизация, масштабирование и траблшутинг на базе искусственного интеллекта. Google регулярно присылает рекомендации. Включите все типы соответствия, расширьте аудиторию, увеличьте бюджет, поднимите ставку. И каждая из этих рекомендаций, что делает она? Увеличивает выручку Google. Но не обязательно вашу. И в этом модуле вы учитесь читать то, что Google скрывает, отличать реальные проблемы от ложных сигналов и масштабировать, оптимизировать то, что работает, не разрушая то, что уже настроено. После первых 3 модулей у вас работает поисковая реклама, которая приводит горячих клиентов. Но вот в чем проблема. И это проблема, которую большинство просто игнорирует. Из каждых 10 человек, которые зашли на ваш сайт, 7 или даже 8, а иногда 9 уйдут, ничего не купив. Не потому, что ваш
продукт плохой, а потому что люди так устроены. Они сравнивают, думают, откладывают, уходят к конкурентам посмотреть. И если у вас нет системы возврата, деньги, которые вы потратили на их первый клик, просто подарены конкуренту, который умеет с ними работать. Вот почему следующие три модуля — это про возврат тех, кто ушел. Модуль 4 — архитектура данных и поисковый ремаркетинг. Человек ушел с вашего сайта и через день снова вбивает в Google поисковый запрос. Только теперь он видит вас с другим объявлением, с другим акцентом, по другой ставке. Потому что вы знаете, что он уже был и не купил. Это поднимает конверсию без увеличения бюджета. Просто потому, что вы работаете с уже прогретой аудиторией и не платите снова и снова за холодный трафик. На самом деле в ремаркетинге за последние годы появилось очень много скрытых секретов, связанных с правильной сегментацией данных, с правильным порядком данных. И именно эти секреты отличают просто запущенный ремаркетинг на всех подряд, кто был на сайте, от ремаркетинга, который реально продает. Если вы до сих пор не пользуетесь именно поисковым ремаркетингом, я сейчас не говорю про визуальный, именно поисковым ремаркетингом, то вы очень много теряете. Модуль 5 — это визуальный ремаркетинг. Баннера. Знаете, это ощущение, когда вы смотрели какой-то товар, и потом этот товар преследует вас баннерами везде. Это тот самый визуальный ремаркетинг. Но большинство снова же таки делают его неправильно. Они тупо делают один и тот же баннер, одно и то же объявление и показывают одним и тем же людям по 100 раз. Есть конкретные алгоритмические исследования, какое количество показов на человека, как это все настраивается, как не превысить, как не задолбать людей. Потому что если просто тупо долбить одним и тем же баннером всех людей, в итоге аудитория просто выгорает и люди начинают раздражаться. Бюджет уходит впустую. Пятый модуль — это контроль. Как управлять ремаркетингом, как защитить аудиторию от выгорания, как с помощью искусственного интеллекта непрерывно обновлять креативы, чтобы люди видели каждый раз что-то новое. Как доминировать в визуальном ремаркетинге и использовать его как канал генерации продаж, а не просто как дополнительный канал раздражения пользователей. Модуль 6 — YouTube ремаркетинг. Самый недооцененный и самый мощный из видов ремаркетинга. Представьте, человек был у вас на сайте. После этого он видел баннера, но все еще не купил. Значит, есть возражение, которое не закрыто. Текстовое объявление это возражение не снимет, а вот видео снимает. В шестом модуле как использовать разные типы видео-ремаркетинга для работы с разными стадиями сомнения. Результат, который я вижу у клиентов уже сейчас. Потенциальный покупатель приходит к менеджеру уже с закрытыми возражениями, если он встречался с видео-ремаркетингом. Разговор о деньгах занимает не час, а 10 минут. И на самом деле создавать видео для видеоремаркетинга, нет в этом ничего сложного, благо современные нейросети позволяют это сделать очень просто. И это тот инструмент, который не использует, не то что 99% компаний не используют видеоремаркетинг. А для вас практически это пустое поле для того, чтобы вернуть посетителей и превратить их в покупателей. После 6 модулей у вас есть уже работающая система. Поиск приводит горячих клиентов, часть из них покупает, та часть, которая не купила, на нее работает 3 типа ремаркетинга: поисковый, визуальный, видео. Ремаркетинг возвращает ушедших. Но поисковый аукцион перегрет. Цена за клик растет каждый месяц. И возникает вопрос, как масштабироваться, не упираясь в потолок поисковой рекламы по стоимости и по количеству. И это решают последние 3 модуля Max. Модуль 7 — YouTube лидогенерация. Это доступ к той же платежеспособной аудитории, но до того, как она сформулировала запрос в поиске. Спрос на YouTube еще не перегрет. Те, кто умеет там работать, получают лиды по цене в 2-3 раза дешевле, чем на поиске. Но большинство просто не умеют, потому что YouTube требует совершенно другого подхода, чем поисковая реклама. Другие аудитории, другая настройка, другая логика таргетинга, другой формат конверсии. Абсолютно все другое. И все это в 7 модуле. Потому что YouTube — это голубой океан для генерации клиентов. Это то место, которое использует минимум ваших конкурентов. И по сравнению с поисковой рекламой во многих нишах цена там на большой порядок меньше. Важно только правильно настроить систему, которая будет работать, потому что с другой стороны, если ее неправильно настроить, YouTube превращается в самый мощный в мире источник слива бюджетов. То есть это та сеть, которая может как полностью слить бюджет, так и дать
лидов намного дешевле, чем поисковая реклама. Модуль 8 Performance Max. Самый агрессивный алгоритм Google. Без правильной настройки он буквально размазывает бюджет по всему инвентарю, по всем сайтам, на которых показывается реклама, включая баннера и мобильные игры. Я видел аккаунты, где 60% бюджета Performance Max уходило именно туда. В кабинете все выглядит красиво, конверсии растут, все красиво, цифры красивые. Но в реальности это мусорные заявки. 8 модуль. Как поставить Performance Max в жесткие рамки и заставить его собирать лиды по всем платформам Гугла на ваших условиях. Чтобы этот самый мощный в мире алгоритм находил вам настоящих, реальных клиентов по адекватной цене и позволял вам перенести категорию проблем в вашем бизнесе с недостаточно лидов на то, как мне обслужить такое количество новых покупателей. И модуль 9 это лаборатория роста. Это момент, когда все каналы вы настраиваете в одну работающую систему. Данные из поиска питают ремаркетинг, ремаркетинг питает YouTube, YouTube питает Performance Max. Каждый следующий клиент обходится дешевле предыдущего, потому что система накопила данные о вашем рынке. И из этого модуля вы выходите не с рекламными кампаниями, а с машиной, которая работает сама без ежедневного вмешательства. Теперь про пакеты. Их 3. Пакет Basic. Это первые 3 модуля. Для тех, кому нужны заявки прямо сейчас и кто хочет сначала разобраться с основой. Плюс доступ на 1 год, сессии вопрос-ответ со мной, куратор на 3 месяца, клуб учеников и AI-куратор. Пакет Pro. Это первые 6 модулей. Добавляется система возврата. Поисковый ремаркетинг, визуальный ремаркетинг, YouTube ремаркетинг. Плюс курс Google Analytics 4, чтобы данные, которые вы собираете, можно было читать правильно. И пакет Max. Все 9 модулей. Плюс к программе личный чат с куратором на 2 месяца. Мое личное видео с вводными рекомендациями под ваш бизнес. И аудит рекламы, которую вы создадите на курсе. То есть я лично смотрю, что вы сделали и даю правки. Цена на программу будет расти по мере приближения к старту. Сейчас действует минимальная цена. Если вы заполняли нашу анкету или проходили наши программы раньше, для вас есть отдельные условия, их ищите на почте. И сразу отвечаю на самые распространенные вопросы, которые приходят. Первый вопрос. У меня маленький бюджет, $300-500 в месяц. Это вообще реально? Смотрите, при $500 в месяц и 40% нецелевого трафика вы теряете $200 каждый месяц. Стоимость входа в программу дешевле 2 месяцев этих потерь. И после программы этих потерь не будет. Все $500 будут направлены на работающую мощную рекламу. Второй вопрос. У меня уже есть подрядчик, зачем мне учиться? Один из участников прошлой программы рассказал мне, он платил подрядчику за ежемесячную оптимизацию. Прошел программу, зашел в кабинет и обнаружил, что за последние несколько месяцев в истории изменений не было ни одной правки от подрядчика. То есть он даже, скорее всего, туда не заходил. Без программы человек бы не смог этого увидеть, потому что он бы просто не знал, где искать. И последний вопрос касательно Demand Gen. Будет ли рассмотрено новейший тип рекламы от Google Demand Gen? Да, конечно, в модуле про YouTube рекламу, в модулях про ремаркетинг Demand Gen будет рассматриваться. Это один из самых мощных, самых новых, самых крутых каналов рекламы от Google. Друзья, ссылка на программу в описании к этому видео. Если есть любые вопросы, пишите в комментариях, отвечу лично.